Мозг Будды. Часть третья. Добродетель, осознанность и мудрость. Добродетельность предполагает управление своими действиями, словами и мыслями с целью принести себе и другим пользу. В мозгу за нее отвечает нисходящая активность префронтальной коры. Префронтальная означает самая передняя часть мозга, находящаяся прямо за лбом и над ним. Кора – это внешний слой мозга. Кроме того, добродетельность основывается на восходящем торможении парасимпатической нервной системы и позитивных эмоциях, зарождающихся в лимбической системе. Воздействовать на активность этих систем вы научитесь в главе 5. Ниже мы с вами обсудим добродетельность в отношениях, потому что именно с ней обычно связаны основные трудности. А потом на основании этого постараемся взрастить такие состояния мозга, как эмпатия, доброта и любовь. Осознанность предполагает умелое использование внимания как к внутреннему, так и к внешнему миру. Мозг учится, как правило, через деятельность, поэтому осознанность – это путь, следуя по которому можно получать позитивный опыт и делать его частью себя. Как именно добиться этого, обсудим в главе 4. Мы исследуем способы активации состояний мозга, способствующих осознанности, в том числе точку глубокого медитативного погружения. Под мудростью мы подразумеваем здравый смысл, который обретается в два этапа. Во-первых, вы начинаете понимать, что вам вредит, а что помогает. Иными словами, причины страдания и путь к его прекращению. Во-вторых, основываясь на этом понимании, вы избавляетесь от того, что вам вредит, и усиливаете то, что помогает. В результате, со временем, усилится ваше чувство единения с окружающим миром. Вы яснее поймете, что все меняется и приходит к завершению. Научитесь спокойнее принимать удовольствие и боль, перестанете гнаться за первым и бороться со вторым. И, наконец, в главе 13 мы рассмотрим, пожалуй, самую завораживающую и неуловимую особенность, присущую мудрости – чувство отделенности себя от мира и уязвимости по отношению к нему. Управление, обучение и отбор. Добродетель, осознанность и мудрость существуют благодаря трем основополагающим функциям мозга – управлению, обучению и отбору. Ваш мозг управляет самим собой, а также другими системами организма с помощью сочетания возбуждения и торможения, похожих на зеленый и красный сигналы светофора. Обучение происходит благодаря формированию новых цепей и усилению или ослаблению уже существующих. Кроме того, мозг выбирает, что именно вынести из определенного опыта. Например, даже дождевого червя можно научить выбирать определенный путь, избегая ударов электрическим током. Эти три функции – управление, обучение и отбор – существуют на всех уровнях нервной системы, от замысловатого танца молекул на конце синапса до некоторых операций, требующих работы всего мозга, таких как осуществление контроля или реализация способностей проницательности. При этом все три функции участвуют в любой важной психической активности. Каждый из столпов буддийских практик соответствует одной из этих трех основополагающих нервных функций. Добродетель во многом зависит от управления, как в отношении реализации позитивных тенденций, так и в отношении торможения негативных. Осознанность связана с новым типом обучения, поскольку внимание усиливает нервные цепи и основывается на умении развивать более устойчивое внимание и концентрацию. Мудрость – это вопрос принятия решений, например, отказа от небольших удовольствий ради более важных. Соответственно, развитие добродетели, осознанности и мудрости на уровне разума зависит от управления, обучения и отбора на уровне мозга. Таким образом, развитие этих трех естественных функций, о которых мы еще будем подробнее говорить,
укрепляет фундамент для практик духовного развития. Как пробудить разум? Когда вы встаете на путь пробуждения, то начинайте с того места, где оказались на данный момент. Со временем, приложив усилия и применив определенные навыки, вы начнете постепенно развивать добродетельность, осознанность и мудрость. Будете становиться все более счастливым и любящим человеком. Некоторые традиции описывают этот процесс как раскрытие истинной сущности, которая всегда была внутри вас. Другие связывают его с трансформацией души и тела. Конечно же, оба эти аспекта на пути к пробуждению тесно взаимосвязаны друг с другом. С одной стороны, ваша истинная сущность – это одновременно прибежище и ресурс для психологического роста и духовных практик, выполнение которых иногда оказывается задачей не из легких. Удивительно, но именно люди, которые глубже всего проникли в свой разум, мудрецы и святые во всех религиозных традициях, говорят практически одно и то же. Ваша природная сущность чиста, сознательна, умиротворенна, излучает свет, любовь и мудрость. Она таинственным образом связана с исходными основами реальности, как бы мы их ни называли. И хотя в определенные моменты времени ваша истинная сущность может скрываться за стрессом и волнениями, злостью и нереализованными стремлениями, она продолжает существовать несмотря ни на что. Это знание может успокаивать. С другой стороны, работа с духом и телом может подтолкнуть к развитию того, что приближает к целостности, и к искоренению того, что от нее отдаляет. Иными словами, вывести на путь психологического и духовного развития. И даже если практика связана с избавлением от помрачений истинной сути, цитируя тибетских буддистов, это и есть прогрессивный процесс тренировки, очищения и трансформации. Как ни парадоксально, нам требуется вкладывать время и силы, чтобы становиться теми, кем мы являемся на самом деле. В любом случае, эти изменения разума, поиск внутренней чистоты и развитие полезных качеств отражают изменения нашего мозга. Если вы научитесь понимать, как именно работает и изменяется мозг, как он покоряется эмоциям и как приходит к спокойной добродетельности, как возникает отвлекаемость и как тренируется осознанное внимание, как принимаются вредные и мудрые решения, вы сможете лучше контролировать его, а значит и свой разум. Это облегчит ваш путь к благополучию, любви и пониманию, сделает вашу работу плодотворнее, поможет приблизиться к пробуждению с той скоростью, на которую вы способны. Быть на своей стороне. Один из общих моральных принципов гласит: чем больше у вас над кем-то власти, тем выше ваша ответственность, связанная с великодушным применением этой власти. А над кем каждый из нас имеет самую сильную власть? Конечно же, над самим собой. Вы буквально держите в руках свою будущую жизнь, и то, каким вы станете, полностью зависит от вашей заботы. Невозможно изменить прошлое или настоящее, их можно только принять. Но в ваших силах стремиться к тому, что сделает ваше будущее лучше. Чаще всего это будут небольшие шаги. Приведу пример, к которому еще вернусь в этой книге. Во время напряженной встречи вы можете сделать очень глубокий вдох, чтобы спровоцировать очень глубокий выдох, который активирует успокаивающую парасимпатическую нервную систему. Или же, вспоминая неприятный опыт, вы можете воссоздать воображение ощущения от пребывания рядом с человеком, который вас любит, и тем самым постепенно свести на нет огорчающее воспоминание. Чтобы успокоить разум, можете сознательно продлевать ощущение счастья, повышая тем самым уровень дофамина, нейромедиатора, помогающего сохранить целенаправленное внимание. Со временем такие маленькие шажки принесут серьезные результаты. Каждый день совершенно обычные дела, а также любые занятия, направленные на духовный и личностный рост, представляют десятки возможностей изменить свой мозг.
Это действительно посильная для человека задача, и поистине прекрасно осознавать это в мире, где так много неподвластных нам сил. Одна капля дождя ни на что особенно не влияет, но вода камень точит. И за достаточное количество времени капля за каплей рождает большой каньон. Однако, чтобы начать делать эти важные маленькие шаги, нужно в первую очередь встать на свою сторону. Сначала это может быть нелегко. Большинство людей добрее относятся к другим, чем к самим себе. Чтобы встать на свою сторону, полезно убедить себя в том, что улучшение мозга – занятие весьма полезное. Продвигаясь по пути пробуждения, вы научитесь лучше работать и строить отношения. Подумайте, как много получат другие люди, если вы будете веселым, добрым и смышленым. Саморазвитие – это не эгоизм, на самом деле это важный дар другим людям. И вот что в этом, пожалуй, важнее всего. Подумайте, какие волны поднимет ваше саморазвитие, как оно незаметно, но существенно поможет этому миру, полному жадности, разочарований, страха и злости. Наш мир будто балансирует на лезвии меча, и мы можем склоняться на сторону добра или на сторону зла. Мы видим, как по всей планете медленно, но верно идет демократизация. Простые люди объединяются во влиятельные организации, а понимание нашей всеобщей взаимосвязанности только растет. С другой стороны, мир становится горячее. Военные технологии несут все больше смертельной опасности, и целый миллиард человек каждую ночь засыпают голодными. Дело не в том, что нам не хватает средств. Нам не хватает воли и способности к самоограничению, внимания к тому, что происходит в действительности, а также свободного от предрассудков интереса к самому себе. Иными словами, нам недостает добродетели, осознанности и мудрости. По мере того, как вы и другие люди одновременно с вами будете учиться все более искусно обращаться с собственным разумом, мир будет склоняться в сторону добра. Конец 1 главы.